Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Не так давно мы делали выпуск о деньгах. Этот выпуск набрал много просмотров, а значит, эта тема вам интересна. Тот выпуск получился очень откровенным. Там мы честно говорили о наших отношениях к деньгам, на что мы любим тратить деньги, на что не любим тратить деньги. Мы хотим продолжить эту тему и в этом выпуске уже больше поговорить о фразах, которые мы используем, когда говорим о деньгах. Да, разделим их на категории. Первая группа фраз — это фразы, которые мы используем, чтобы сказать, что денег много. Например, фраза «купаться в деньгах». Купаться, то есть плавать. То есть ты плаваешь в деньгах, денег так много, они как вода, как море, и ты в них плаваешь. Мгм. Еще одна интересная фраза — это «деньги не пахнут». Это значит, что неважно, откуда деньги пришли, главное, что они есть. Даже если мы получили их, выполняя какую-то не очень правильную, не очень этичную работу. Как ты думаешь, деньги не пахнут? К сожалению или к счастью, я такой совестливый человек, то есть у меня очень развито чувство справедливости, что если бы ко мне деньги пришли нечестным путем, мне было бы очень стыдно, и, наверное, для меня деньги пахнут. Да, согласна. Я думаю, это глупый вопрос, потому что просто посмотри, кем мы работаем и чем мы занимаемся. Мгм. Да, Я думаю, если бы нам было не принципиально, на какой работе работать, мы бы занимались чем-то другим. более прибыльным. Да. И перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Разговорный клуб — это отличная, прекрасная, потрясающая возможность регулярно практиковать русский язык. Это отличная возможность побороть языковой барьер, хорошо провести время и найти новых друзей. Все детали в описании, присоединяйтесь. Еще одна фраза — жить на широкую ногу. То есть жить роскошно, не экономить. На широкую ногу живут те, кто не считают деньги, не считают траты. Мгм. Да. Следующая группа фраз — это фразы, которые мы говорим, когда денег мало. Например, фраза «ни гроша за душой». Грош — это старинная монета очень маленькой ценности. Поэтому, когда говорят «ни гроша за душой», значит, денег у него совсем нет. Похожая фраза — это «без копейки в кармане». Значит, такой бедный человек, что даже одной монеты нет. Как ты объясняешь, что такое копейка? Как правило, у меня на уроках уже не встречаются копейки, да, может быть, в какой-то фразе, но вот давно не объясняла. А ты? Да, согласна с тем, что не встречаются копейки только во фразах. Я обычно говорю, что это наш цент. Ну да. Мгм. Да, маленькая-маленькая монетка. Хорошо. Следующая важная фраза — еле сводить концы с концами. Это значит жить очень бедно и с трудом обеспечивать себя. Он еле сводит концы с концами. Мы скажем о человеке, которому хватает зарплаты только на жилье и еду, и больше ничего. И эта фраза кажется сложной, потому что здесь нужно знать, что такое еле, что такое сводить,
какие здесь вообще концы. Но носители действительно очень часто используют эту фразу, поэтому запоминайте. Мгм. Следующая, может быть, более редкая фраза, но звучит она очень интересно. Это «гол как сокол». Вот Мгм. так говорят о человеке, у которого буквально ничего нет. Ни квартиры, ни машины, ни других базовых вещей. Да, но в целом, я думаю, мы любим рифмы, Ага. и здесь тоже есть, ну, какой-то такой элемент рифмы. Да. Да, конечно, это всего лишь 3 слова, но все равно рифмуется. Мгм. Хорошо, теперь поговорим о тех, кто старается экономить, и изучающие русский язык часто путают 2 слова. Слово экономика и экономия. Давай объясним, Мгм. какая разница. Да, экономика– это наука о деньгах в стране и в мире. Как люди работают, что они продают, в общем, как функционирует рынок. А экономия– это когда человек старается тратить меньше денег, потому что ему нужно что-то другое купить. Мгм, да. Ам, и фраза об экономии — это считать каждую копейку. Но с копейкой мы уже разобрались, что это. Эта фраза означает быть очень бережливым. И бережливый человек контролирует каждую трату, он обдумывает каждую покупку, и он знает точно, что и сколько и где стоит. Мгм. Также выражение «затянуть пояс потуже» используется, когда наступила ситуация или момент, когда еды или денег стало меньше, и тебе нужно меньше тратить, экономить. Также используем в этом контексте затянуть ремень. А ремень– это такой аксессуар, который мы носим на джинсах или брюках. В общем, когда нужно затянуть ремень или пояс потуже, то нужно экономить. Мгм. Следующая фраза — бросать деньги на ветер. Я думаю, с этой фразой намного легче, потому что слова намного проще. А, Бросать деньги на ветер значит тратить деньги впустую, например, покупать какие-то ненужные вещи. Ну и в прошлом выпуске о деньгах мы с тобой выяснили, что это не про нас. Мы Мгм. этим не занимаемся. Точно. И очень полезное выражение: деньги любят счет или деньги счет любят. Иногда говорят так тоже. То есть деньги нужно контролировать и считать. Для меня это проблема, потому что, как я уже говорила, я ненавижу считать, поэтому, может быть, я еще и не миллионер. Да. Ну, если ты не миллионер, возможно, тебе нужно взять деньги в долг. М. Долг– это когда ты берешь, просишь деньги у семьи или у друзей, или иногда в банке. Ну, тогда такой долг называется кредит. Мгм. Мгм. Есть фраза «влезть в долги». Это значит, что у тебя уже много этих долгов, ты уже попросил деньги и у одного человека, и у другого, и все это копится. Ну и если ты долго-долго берешь деньги в долг, то можно сказать, что ты по уши в долгах. То есть твои долги уже на таком высоком уровне, что уже достигают твоих ушей. Есть еще фраза «в долгах, как в шелках». Кстати, да. Да, тоже часто ее используют, потому что тоже какая-то рифма здесь Мгм. есть. Еще есть выражение «жить в кредит». Это значит жить на деньги, которые нужно потом будет отдать. Ну, как ты уже сказала, кредит обычно дает банк. К сожалению, многие люди берут кредит, чтобы закрыть кредит,
М, и это бесконечный процесс. Да, да. Так, ну а мы идем дальше, и теперь у нас сленг. Разговорные слова для денег. Итак, мы можем сказать бабки, бабло, капуста, лаве, Мгм. бабосики. Что, что еще? Каждое из этих слов звучит очень смешно. Да, да, особенно смешно говорить это на камеру и с микрофоном. Все еще это кажется чем-то странным. Да, это очень неформальные слова. То есть их можно использовать только в неформальном разговоре. То есть если вы придете в банк брать кредит и скажете, мне нужны бабосики, ну это будет странно. Мгм. Если у вас хорошая кредитная история, вам, конечно, дадут этот кредит, но дома вечером за ужином семье расскажут, что сегодня приходил странный человек за кредитом. Да, точно. Есть еще одна фраза, такая тоже, можно сказать, неформальная. Разориться на что-то. Вообще, разориться — это значит стать банкротом. Но если мы используем эту фразу в другом контексте, например, «вчера я разорилась на кофе из Старбакса», значит, Мгм. что это кофе стоит дорого, и обычно мне жалко денег на него, но вот вчера я себе разрешила его купить. Мгм, мгм. Хороший пример. Похожее по значению слово, тоже неформальное, это раскошелиться. На что-то это тоже значит неохотно потратить деньги. Это от слова кошелек. Да, кошелек это маленькая сумочка, где мы храним деньги. Раскошелиться на что-то. Так, Катя, на что ты раскошелилась недавно? Ам, Сложный вопрос. Недавно я купила себе цветы, раскошелилась на небольшой букетик. А ты? Ты что, Майли Сайрус, почему ты себе купила цветы? Мне нравится иногда самой выбирать, свежие покупать, поэтому это приятно. Окей, ладно. Я купила пряжу Мгм. Она не для дешевая. того, да, для того, чтобы вязать, и я использую слово раскошелилась, потому что я действительно неохотно потратила эти деньги, потому что, да, ты права, она не дешевая, и это не очень нужная вещь для меня. Это просто для хобби, чтобы попробовать сделать то, что я еще не умела делать. Поэтому, да, я немного сомневалась, но все-таки потратила Но все-таки эти деньги. разорилась на нее. Да. Но это лучше, чем разориться на кофе из Старбакса, согласись. Я-то 100% согласна, учитывая, что я Ты да. кофе ненавижу. Кстати, в комментариях многие люди написали, что это очень удивительный факт, что кто-то ненавидит кофе. Если вы еще не видели выпуск и не знаете, о чем мы сейчас говорим, пожалуйста, где-то здесь рекомендация. Посмотрите. Ну и еще есть одна фраза, это «копейка рубль бережет». Эм, Когда мы ее говорим, и согласна ли ты с этой фразой? Я вообще чаще всего думаю про эту фразу, когда иду по улице, вижу небольшую монету на Мгм. дороге и поднимаю ее с мыслью, что копейка рубль бережет, пусть она будет у меня, это небольшая денежка. Мгм. Мне кажется, очень часто люди так думают, когда поднимают монетку, потому что да, это немного денег, но если ты нашел 100 монет, соответственно, у тебя уже намного больше денег. Мгм. А, Эту фразу мы тоже говорим, когда мы хотим потратить маленькую сумму, ам, и мы думаем, ну, я не стану беднее, если я куплю что-то дешевое. Но если вы будете покупать что-то дешевое каждый день, вы будете тратить много в конце месяца. Да. Тут мама может прийти и сказать, копейка рубль бережет, не покупай пряжу. Ну да, это старшее поколение больше любит использовать эти фразы, но несмотря на то, что мы все-таки моложе,
Я думаю, наша культура и наше воспитание говорит нам, что окей, сейчас самое время сказать эту фразу. Да, мы их знаем, мы эти фразы иногда используем и ценим, что знаем их. И передаем. Да. Передаем вам. Так, ну что, вопрос недели? Да. Вопрос недели. Какая интересная фраза о деньгах есть в вашем родном языке? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока.